Дуранийская империя. Очень кратко. Как пишут Шаиста Вахаб и Барри Янгерман, до 1747 года, когда Ахмад Шах основал Дуранийскую империю, Афганистан никогда не управлялся как единое государство. Он подвергался вторжениям со всех сторон. Но с 1747 года, с данной исторической даты, народы Афганистана жили под единым местным правлением, хотя и с большой степенью местной автономии. Дуранийская империя была Афганской империей, основанной Ахмадом Шахом Абдали или Ахмадом Шахом Дурани в 1747 году. Империя правила Афганистаном и Пакистаном, а также частями северо-восточного и юго-восточного Ирана, восточного Туркменистана и северо-западной Индии. Наряду с Османской империей, Дуранийская империя была величайшей мусульманской империей в мире во второй половине XVIII века. Ахмад Шах Абдали был сыном Мухаммада Замана хана Абдали, вождя Абдали, и полководцем Надира Шаха Афшара. Преодолев разобщенность в своем племени в июне 1747 года, после смерти Надира Шаха, Ахмад Шах Абдали обеспечил безопасность Афганистана, захватив Кандагар, Газни, Кабул и Пешавар или Пешавар, стал правителем Афганистана. После своего восшествия на престол Ахмад Шах Абдали поменял свое имя и стал Ахмадом Шахом Дурани. В 1749 году правитель империи Великих Моголов уступил афганцам суверенитет над большей частью северо-западной Индии. Затем Ахмад Шах отправился на запад, чтобы захватить Мешхет или Машхад, которым правила династия Афшаридов при Шахрохе Шахе, который признал суверенитет Ахмада Шаха. Затем Ахмад Шах послал армию покорить районы к северу от Гиндукуша, вплоть до Амудари, и в скором времени все различные племена начали присоединяться к его делу. Затем Ахмад Шах и его войска 4 раза вторгались в Индию, взяв под контроль районы Кашмир и Пенджаб. В начале 1757 года он разграбил Дели, но позволил императору Великих Моголов Аламгиру II оставаться под номинальным контролем до тех пор, пока правитель признавал суверенитет Ахмада Шаха над регионами к югу от Инда. После смерти Ахмада Шаха Дурани примерно в 1773 году его сын Тимур Шах Дурани стал следующим правителем. При Тимуре Шахе Кабул стал новой столицей империи, однако империя начинала рушиться. Дуранийская империя считается основой современного государства Афганистан, а Ахмад Шах Дурани считается отцом нации. В 1747 год знаменует собой возникновение афганского политического образования, независимого как от Персидской империи, так и от империи Великих Моголов. В июле того же года был созван Большой совет Вая-Джирга. Вая-Джирга – это всеафганский совет старейшин, представителей, нерегулярно избираемые от этноплеменных групп для решения кризисных ситуаций, например, избрания главы государства. Были претенденты на лидерство. Совет длился 9 дней. Мохаммад Сабир хан, который предсказывал, что Ахмад хан станет лидером афганцев, поднялся и сказал: «К чему все эти многословные разговоры? Бог создал Ахмада хана гораздо более великим человеком, чем любого из вас. Его жизнь самая благородная из всех афганских семей, поэтому поддерживайте Божью работу, ибо его гнев будет тяжело давить на вас, если вы разрушите ее». Ахмад хан, по общему мнению, не решался принять открытое решение совета, поэтому Мохаммад Сабир хан снова вмешался. Ахмад Шах Дурани был избран лидером афганцев, таким образом была основана династия Дурани. Несмотря на то, что Ахмад Шах был моложе других претендентов, у него было несколько решающих факторов в его пользу. Он принадлежал к респектабельной семье с политическим прошлым, тем более, что его отец служил губернатором Герата и погиб в бою, защищая афганцев. Одной из первых военных акций Ахмада Шаха был захват Калата и Газни, а также отвоевание Кабула и Пешавара. В 1749 году правитель империи Великих Моголов Ахмад Шах Бахадур был вынужден уступить Синд, Пенджаб и Инд, чтобы спасти свою столицу от нападения Афганистана. Получив таким образом значительные территории на востоке, без боя Ахмад Шах повернул на запад, чтобы захватить Мешхет, которым правил внук Надира Шаха Афшара Шахрох Шах. Затем Ахмад Шах послал армию покорить районы к северу от Гиндукуша. В короткие сроки мощная армия взяла под свой
контроль таджикские, хазарские, узбекские и другие племена северного Афганистана. Ахмад-Шах вторгся в остатки империи Великих Моголов третий раз, а затем четвертый, укрепив контроль над такими регионами, как Кашмир и Пенджаб. При этом Лахор управлялся афганцами. Он разграбил Дели в 1757 году, но позволил династии Великих Моголов сохранять номинальный контроль над городом до тех пор, пока правитель признавал суверенитет Ахмада-Шаха над Пенджабом, Синдом и Кашмиром. Встревоженный расширением Китая вплоть до восточной границы Казахстана, Ахмад-Шах попытался сплотить соседние мусульманские ханства и казахов, чтобы они объединились и напали на Китай. Якобы для освобождения его западных мусульманских подданных, Ахмад-Шах прекратил торговлю с Китаем и направил войска в Коканд. Однако, поскольку его компании в Индии истощали государственную казну, а его войска были растянуты по всей Центральной Азии, Ахмад-Шах не имел достаточных ресурсов, чтобы сделать что-либо, кроме как отправить послов в Пекин для безуспешных переговоров. Власть Великих Моголов в Северной Индии приходила в упадок после смерти императора Аурангзеба, который умер в 1707 году. В 1751-52 годах между маратхами и моголами был подписан договор. Благодаря этому договору маратхи контролировали практически всю Индию и своей столицы Пуны, а правление Великих Моголов ограничивалось только Дели. Моголы оставались номинальными главами Дели. Маратхи стремились расширить зону своего контроля в направлении северо-запада Индии. Ахмад-Шах разграбил столицу Великих Моголов и удалился с вожделенной добычей. Чтобы противостоять афганцам, маратхи разгромили афганские гарнизоны в Пенджабе и преуспели в изгнании Тимура Шаха и его двора из Индии. Таким образом, по возвращении в Кандагар в 1757 году Ахмад-Шах был вынужден вернуться в Индию и столкнуться с грозными нападениями маратхов. Ахмад-Шах объявил джихад или исламскую священную войну против маратхов, и воины из различных афганских племен присоединились к его армии. Субахан Танали был выбран главнокомандующим всеми вооруженными силами. После столкновений последовала победа афганцев над крупными гарнизонами маратхов на северо-западе Индии, и к 1759 году Ахмад-Шах и его армия достигли Лахора и были готовы противостоять маратхам. Ахмад-Шах Дурани был знаменит тем, что выигрывал войны. К 1760 году группы маратхов объединились в достаточно большую армию. В очередной раз Панипат стал ареной противостояния двух враждующих претендентов на контроль над Северной Индией. Третья битва при Панипате состоялась 14 января 1761 года, в которой участвовали в основном мусульманские, в основном индуистские армии. Несмотря на решительное поражение маратхов, афганцы сильно пострадали в третьей битве при Панипате. Это ослабило власть Ахмада-Шаха над Пенджабом, который перешел в руки восставших сикхов. На севере произошли восстания. Поражение при Панипате стало огромной неудачей для маратхов. Последние годы победа при Панипате стала высшей точкой могущества Ахмада-Шаха и Афганистана. Однако еще до его смерти империя начинала разваливаться. В 1762 году Ахмад-Шах в шестой раз пересек перевалы из Афганистана, чтобы покорить сикхов. С этого времени господство и контроль империи начинали ослабевать. И ко времени смерти Дурани он полностью уступил Пенджаб сикхам, а также ряд северных территорий узбекам, что потребовало компромисса с ними. Ахмад-Шах удалился в свой дом в горах к востоку от Кандагара, где и умер 4 июня 1772 года. Он в значительной степени преуспел в уравновешении племенных союзов и вражды, а также в отвлечении энергии племен от восстания. Он заслужил признание как Ахмад-Шах, отец Афганистана. Преемники Ахмада-Шаха правили так неумело в период глубоких волнений, что в течение 50 лет после его смерти Дуранийской империи как таковой пришел конец, и Афганистан был втянут в гражданскую войну. Большая часть территории, завоеванной Ахмадом-Шахом, за эти полвека перешла к другим. За несколько месяцев до своей смерти Ахмад-Шах вызвал Тимура Шаха и публично объявил его наследником Дуранийской империи. Ахмад-Шах принял это решение, не посоветовавшись со своим советом. В результате решение Ахмада-Шаха было поставлено под сомнение и создало растущий раскол, который будет мучить Дуранийскую империю долгие годы.
После Ахмада Шаха к власти пришел его сын Тимур-Шах Дурани. Тимур-Шах недолго вел гражданскую войну против своего старшего брата. Тимуру-Шаху удалось победить и начать свое правление в конце 1773-74 годов. Тимур-Шах провел большую часть своего правления, пытаясь консолидировать власть, борясь с постоянными восстаниями, гражданской войной в Пенджабе, Кашмире и Кавасе. Тимур-Шах зарекомендовал себя как неспособный лидер, он оттолкнул от себя пуштунов и был инклюзивным лидером, более открытым для различных групп, таких как Кызылбаши. Это вызвало раздор среди пуштунов. Тимур-Шах умер 20 мая 1793 года. После смерти Тимура-Шаха трое его сыновей, губернаторы Кандагара, Герата и Кабула, боролись за престолонаследие. Заман или Заман-Шах стал шахом в возрасте 23 лет. Многие из его сводных братьев были заключены в тюрьму. Ссоры между потомками Тимура, повергшие Афганистан в смятение, послужили предлогом для вмешательства внешних сил. Падение Замана было вызвано его попытками консолидировать власть. Это нарушило хрупкое равновесие в политике, установленное Ахмадом Шахом, и, возможно, побудило других вождей к заговору против Шаха. Свержение Замана Шаха в 1801 году стало не концом гражданской войны в Афганистане, а началом еще большего насилия. Первое правление Махмуда Шаха длилось всего 2 года, прежде чем его сменил Шуджа Шах. Шуджа-Шах правил всего 6 лет. 7 июня 1809 года Шуджа-Шах подписал договор с англичанами, который включал пункт о том, что он будет выступать против прохождения иностранных войск через его территории. Это соглашение, первый афганский пакт с европейской державой, предусматривал совместные действия в случае франко-персидской агрессии против афганских или британских владений. Всего через несколько недель после подписания соглашения Шуджа был свергнут своим предшественником Махмудом. Позже он был восстановлен в качестве правителя британцами. Двое из его сыновей также правили в течение короткого периода в 1842 году. Второе правление Махмуда длилось 9 лет, во время которого он предпринял дальнейшие попытки консолидировать власть, но был свергнут своим братом в 1818 году. Правление Махмуда также оспаривалось в 1810 году. Али Шах захватил власть на короткий период. В 1819 году он был задушен своим братом. Аюб-Шах Дурани руководил Афганистаном с 1819 до 1823 года. Потеря Кашмира во время его правления открыла новую главу в истории Индии. Аюб-Шах позже был свергнут и предположительно убит в 1823 году.